Всем привет, это НБА в прыжке на канале Viasat Sport. Рэйчел Николс, Ричард Джефферсон и Пол Пирс. Вот такие товарищи, чемпионы НБА оба, один из них MVP финала. Блейк Гриффин переходит в Нетс. И что это значит для Восточной конференции и гонки вооружений, которые там есть гонка вооружений. Собственно, в 2021 году кто будет включен в Зал Славы? Нам покажут и люди, которых не включили в прошлом году, то есть их выбрали, но не включили. Итак, Пол Пирс! Ей! Наш постоянный практически ведущий. What is going through your mind here? What would it mean to you to be inducted? I mean, to be enshrined into, you know, I don't know what to do with my hands right now. Да, я даже не знаю, куда деть свои руки, говорит. Это настолько круто. Для баскетболиста это невероятно. Даже под сводами арены в Бостоне я думал, что этого хватит, но меня даже в Зал Славы отправили. Это просто большая честь, что меня даже назвали, хотя бы, да, что обо мне подумали. Ты смотришь результат. Результат видишь в конце карьеры, когда трудишься, не покладая рук, говорит Пирс. Ну а RJ отвечает, что я защищался против него с первого же его сезона. То я точно вам говорю, что он давным-давно стал холл-оф-феймером. Этот величайший вообще, один из величайших игроков. Он сделал себе имя в плей-офф. Некоторые его перформансы в постсезоне, это был... да, чемпион NBA, MVP финала, 10-кратный All-Star, 4-кратный All-NBA и 26 397 очков за карьеру. Нельзя бояться, самое главное, говорит Пирс, нельзя бояться провала. Это просто недопустимо. Этого нужно избегать всеми силами. Потому что если ты в себя не веришь, то не будут верить и партнеры по команде. Так, еще один финалист. Пытается позвонить человеку, что Трейси. Оу, Крис Бош. Is that RJ? I have been a little sneaky with your wife the past day or so, trying to arrange finding you at this time because I wanted to tell you you are a finalist for the Naismith Memorial Hall of Fame Class 2021. Вы что, шутите, говорит Крис Бош? You can't hear nothing. Chris, you are a finalist for the Hall of Fame. How does that feel? I can't hear anything. Oh, no. Well, see if your wife Adrian can tell you. Sure, they'll come in. It'll come in a little bit. It'll come in. Ну вот видите, даже у людей, которые в Зал Славы попадают. The fact that Chris was not a first ballot Hall of Famer to me is one of the more Крис Бош не был первым, да. Медицински запретили просто выступать на высоком уровне из-за угрозы жизни. И добавлял к своей игре много всего. Он один из самых на All-Star Game. Ну вот, все с такой же коллекцией, все в Зале Славы. Боб Петтит, Элвин Хейс, Тим Данкан, Чарльз Баркли, Карл Мэлоун. Words can't really describe. I didn't even know what was going on today. I was just kind of going about my regular day, and у меня просто обычный день. И внезапно я просто не понимаю, чего сказать. Ну, напомню, что карьера Боша, да, была прервана, когда у него обнаружили, по-моему, тромб обнаружили в легком, да, сгустке крови обнаружили, и ему медицински запретили просто выступать на высоком уровне из-за угрозы жизни элементарно.
Не все происходит так, как мы хотим. Я бы очень хотел по сей день играть, да, на площадку выходить, но, увы, не выходит этого сделать. И я благодарен за все возможности и все награды, которыми меня продолжают отмечать, говорит Бош. You played a lot of very big games against Крис Бош. Много больших матчей против Криса Боша играл Пол Пирс. Никогда не забуду ту трешку из угла, которую ты в финале конференции налил. Ты же помнишь, Я видел его и в Торонто, и в Майами, и он всегда продолжал прогрессировать. Он всегда играл и в нападении, и в защите круто, и добавлял к своей игре много всего. Он один из самых клатч игроков своего клуба был. Заслуживает попадания в Зал Славы. Считает Пол Пирс. Да, ну и Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд. Ребята говорят, что мы бы ничего не выигрывали без Криса Боша. Конечно, говорит Пирс, он же забил трешку. Трешку ту, помните, в финале конференции? Конечно, бы они ни черта не выиграли бы, если бы не Крис Бош. Так что вот целуйте пятки этому человеку. Люди забывают, насколько ты эту команду вел за собой, да, и в Торонто. Ты был между Винсом Картером и будущим, да, переходным игроком практически. Ты был игроком калибра All-NBA, ты вывел эту команду в множество плей-офф. Я играл против тебя в плей-офф в Торонто, и ты был уже невероятной мощью, просто машиной. Так что, да, разумеется, слова уважения отправляются и от РДЖ. Ну, здорово, кстати, остальных-то нам назовите, может быть, нет? Не знаю, Бош, кстати, ну ладно, да, Бош. Бош крутой. На самом деле, я очень люблю как игрока Криса Боша. Для меня стало сюрпризом просто то, что его так быстро по окончании карьеры ввели в Зал Славы. Ну и не хочется думать, что вот все его медицинские истории повлияли на скорость его включения в Зал Славы. I remember all of the bus rides, all of the OGs. When you're a young guy at the time, you always think that you're going to play forever, Когда ты молодой парень, ты думаешь, что ты будешь играть всю жизнь. But I think back on those times, it's all about those great moments playing in front of the fans in Toronto and Miami. Ну, в Торонто и в Майами, да, перед болельщиками. Множество потрясающих моментов, которые врезались мне в память. I put everything, I put my heart and soul into the game, and I still do. It's just as a player, you want things to happen in a particular way, and I couldn't. Разумеется, ты хочешь определенным образом, чтобы у тебя все сложилось. I'm so happy that I was able to squeeze in so many accomplishments so quick. I thought I had more time, but just remembering all the friends that I made. Просто вспомнить, даже достаточно вспомнить, сколько хорошего, да, и сколько друзей новых я приобрел на своем пути, да, за всю карьеру. Это просто потрясающе. Я уже очень благодарен за это. Я хотел быть для детишек примером на площадке и примером своим сверстникам тоже. Я всегда мечтал о том, чтобы играть в футбол, когда был маленьким, когда я был еще мальчиком. У меня много хобби, конечно, но ничего никогда не могло сравниться с баскетболом. Да, ну и это великая честь, конечно, что на меня обратили внимание, когда выбирали народное включение в Зал Славы. Так, 1 июня выйдет книжка, и Крис Бош говорит, я вам пришлю книжку. Ну окей, но нам он не пришлет, конечно, но может
можем сами как-нибудь поискать найти. Так, Рик Адельман был включен. Ныне уже почивший, к сожалению, тренер. Майкл Купер и Билл Расс как тренер. Обсудим чуть позже. Along with 7-time WNBA All-Star Yolanda Griffith, 3-time WNBA Most Valuable Player Lauren Jackson. Ну, а, кстати, Рик Адельман, судя по всему, жив. Извините, я, наверное, перепутал. Что-то у него было тяжелое заболевание, насколько я помню. Он завершил карьеру, но он жив. А ну вот Йоланда Гриффит, еще Лорен Джексон и прочее. И вот другие финалисты, которые в этом году снова упоминаются. Лита Эндрюс по хай-скул тренер, Тим Хардуэй, Маркес Джонсон, Бен Уоллес, Крис Вебер. Почему Бен Уоллес еще не в зале славы? Почему? Есть у кого-то ответ, нет? And 5-time NBA All-Star Chris Webber. Невероятно. Shout out C-Web. The class of 2021 will be unveiled on May 16th. I'm trying to figure out what you got to do to get in the Hall of Fame. 4-time defensive. 4 раза человек становился лучшим защищающимся. А что нужно сделать, чтобы, говорит, попасть в зал славы, спрашивает Пирс. А что надо еще сделать? Я вот тоже не понимаю. Да, ну и Крис Бош, конечно, его продолжает поздравлять с его детишкой. Oh, look at that. That's what it's about, yeah. Come on. Your dad is a finalist for the Hall of Fame. Да, большая радость для всей семьи, конечно. Amazing. That's the thing about all your kids, right? They don't care whatever you guys did. They just want to know, did you bring me cookies? I do want to take a deeper look at a few of the notable returning finalists on the ballot. You heard me just mention Tim Hardaway. Richard, let's make the case for Tim to make it to the Hoop Hall. Well, look, and we've got a comp there with someone who is already in the Hall. That's how we're going to do this. Ну вот, Хардуэй и Айзея Томас. Сравнение цифр, да, этих ребят просто. Томас уже в зале славы. Хардуэй потрясающий, конечно, да, рассказывает об этом РД, что его кроссовер это было что-то с чем-то, да, и один из самых клатч игроков, которые когда-либо существовали. Он мог бы играть в любой эре, говорит Пирс. Как он мог владеть мячом, как он мог бросать мяч, это бы подошло вообще в любую эпоху. We had Tim on the show earlier, just a few months ago, and he was talking about how he invented that, which was so cool. We wish him the best of luck. Next up, Paul, I want you to make the case for why Chris Webber. Ну и почему Крис Вебер должен быть в зале славы? Ну вот сравнение с Крисом Малином, например. Криса Вебера. Он был доминирующей силой в этой лиге, и в какой-то момент он был лучшим пауэр-форвардом в игре. Да, наравне с такими ребятами, как Дирк Новицкий, Кевин Гарнетт, Шон Кэмп, Тим Данкан. So if you look at what he accomplished with 2 Final Fours, the Fab Five is a transcendent term. You know the Fab Five because Chris Webber, вы знаете о Fab Five, потому что Джейлен Роуз и T-Web. Так что в баскетбольном зале славы он обязан быть. Не зал славы NBA, а баскетбольный зал славы. Не путайте. Бен Уоллес 4. 4. 4. Титула лучшему защищающему. Одна из самых омерзительных и раздражающих команд, которые он делал, дисциплина в нападении. У них были клатч-парни, и они были потрясающие в защите. One or two, them and the Spurs were the best 5-on-5 team that I've ever played Они и Спёрс лучшие команды 5 на 5, с которыми я когда-либо против которых я когда-либо играл. Говорит RJ. 19 or 20 straight opponents under 80 points. Yes. That's unheard of. that defensive effort is unheard of, and the man who anchored it 4 times.
four-time defensive player of the year is not 4 раза лучше защищающийся невозможно. Не верю, нереально. Бен, ты скоро будешь в зале славы. Больше, гораздо больше реакций. Ага, окей, все детишки в сборе. Ей. Крис Bosh and his beautiful family. They just want to get closer. We will preview the class of 2020's enshrinement, which is coming up later in the show as well. Congratulations, Boshes! Coming up next, Paul Pirs is going to give us his reaction to the war of words between his old teammate, Antoine Walker, and James Harden. First, though, time for our distant... Антуан Уокер и Джеймс Харден. Так, хорошо. Бросает на них тень то, что они были обменены в какой-то момент. Ну и Дуэйн Уэйд с перехватом в 2009-м на победу. Красотища. You know this is young because the last time he tried to jump up there, it didn't work. Look at Jokic. Look at D-Wade, legend. Was that before or after there is Hollywood is hell comment? That was a Hollywood move, baby. We were just talking about this is my house. El Hito. Celtics, current teammate here on The Jump, wanted to congratulate you on being a Hall of Fame finalist. Perk, do we got you? Oh, there we go. Big Perk, what's up, baby? True. Hey, look, you can thank RJ for being a finalist because I know you was giving him that work. Hey, listen. Hey, Rachel, RJ, look. Y'all sitting next to a bad man. If you see Paul Pirs in a fight with a bear, you know what you got to do, right? Help the bear. No. You got to pour honey on Paul Pirs because he's trying to attract more bears. My man. Hey, congratulations, True. Hey, look, I want to say, man, I'm proud of you. I'm happy to be a part of it because I spent 8.5 years with you, won a championship with you, and you was, you know, a very, very great influence on my life, man, overall as a big brother. And Butu for life, my brother. Butu, my brother. Butu. Look, RJ don't like that. Don't be hate. I ain't say nothing. Kurt, I ain't say nothing. I said nothing. Not today. To take on the Pelicans, 9 Eastern on ESPN and the app. Welcome back to The Jump. I'm Rachel Nichols with 2021 Hall of Fame finalist Paul Pirs and Richard Jefferson. There we go. Lovely Perfect. Perfect. That's not funny. Lovely. I want to get some comments from a former teammate of Paul's that led to some. Ну что ж, возвращаемся в студию. Есть еще чего обсудить. Я не Джеймс Харден, я не парень типа Джеймса Хардена, и это не личное, но нельзя выиграть с этим стилем. Мне не нравится Джеймс Харден. Это не что-то личное, но ты не можешь выиграть. Если человеку нужно 6, 7, 8 раз ударить мячом в пол, если надо, да, чтобы добраться туда, куда им надо, это проблема. There's pick and rolls that happen in basketball. There's isolations that happen in basketball. And I do both, so I don't really understand what that means. I just, stuff like that I don't even pay attention to, especially somebody that has no credibility. Есть изоляция и есть пик-н-роллы. Я делаю и то, и другое. И не очень понятно, мол, о чем говорить Уокер, тем более, что Уокер ни черта не понимает. I mean, you don't have to be an MVP. You don't have to have 5 or 6 rings. I mean, this is just your opinion. And это просто твое мнение. Сколько нужно, да, чего нужно добиться было, как бы, человеку, чтобы высказать свое мнение, да, и чтобы ему не сказали, что ты не шаришь вообще ничего. Вовсе не нужно там 5-6 перстней. Эта версия Хардена может выиграть чемпионский титул, считает Пирс. Он не согласен с Уокером. Он находит партнеров по команде, он выходит на свои точки, когда нужно набирать очки. Антуан играл примерно в тот же баскетбол. Антуан знает, о чем он говорит, потому что Харден играл в Хьюстоне, к нему это применимо, да, слова Антуана Уокера. Интересно, что, собственно, в чем дело? Харден что, сильно иначе играл в Хьюстоне? Он делал то, что от него требуется. Надо было набирать по 40 очков там, в 15 матчах подряд. Он набирал. Надо было выдавать там по 10-11 передач в среднем за матч. По сезону там какому-то там 16-17, кажется. Он выдавал.
В чем вопросы к Джеймсу Хардену вообще? Так, Пол Пирс говорит, так, ты тут закашлялся, до свидания. Okay, so back to what I was trying to say before I started sweating. You shouldn't take criticism from someone you wouldn't take advice from. That's my biggest thing. And so, if you're not, Ты должен принимать критику от человека, от которого бы ты принял совет. Because everyone's going to criticize James Harden. He's been criticized a million times. You are actually crying and sweating right now. Yes, I'm telling you. RJ, говорят, что RJ потеет, кашляется и прослезился одновременно. Yes, once I started coughing. Is this TV still? Are we still on TV? We are still on live national television. Oh, that's great. I'm enjoying this. No, I do respect what Antoine said, and I played against Antoine in the postseason. Please show Paul on TV, please. Paul. Thank you. It's gone, Paul. You got Bane over here. He's all upset. Да, у нас Бэйн внезапно, да, и Дарт Вейдер в одном лице. We are further apart from each other than we look. We got a new desk today, which is pretty awesome, by the way. But it's curved now. We used to be straight. So we are still about 7 or 8 feet apart. Но, собственно, все живы, все целы. Неудачно RJ попила водички. Coming up on the show, I can't even continue this conversation. You both said fine things. We'll leave it at that. We will reveal more finalists for the 2021 Hall of Fame class. Bill Russell already in as a player, but as the guys said, he also deserves to be in as a coach. Больше финалистов на Hall of Fame. Обсудим Билла Рассела, видимо, которого еще как тренера хотят включить туда. Рекомендации от программы НБА в прыжке по чтению. Кевин Пелтон написал по поводу кандидатов чернокожих на пост главного тренера в НБА и особое к ним отношение. The man to my left of left, Paul Pирс, Chris Bosh, Ben Wallace, Tim Hardaway, Chris Webber, and many, many more. And we now welcome in ESPN senior writer Jackie McMullen, who received the Kurt Gowdy Award from the Basketball Hall of Fame in 2010. Excellent career in basketball writing and reporting. So, Jackie, Джеки Макмоллан присоединяется к нам. Она в зале славы уже, если что. Are you allowed to acknowledge that the Hall of Fame exists? Can you take us inside the veil of secrecy at all? The Hall of Fame does exist. It's in Springfield, Massachusetts. Спрингфилде, Массачусетс. My involvement beyond that, Зал I славы. have to take all of your lives, and I like you all for that. So that's all I could say. Да, но если я вам расскажу что-то еще об этом, то придется вас всех убить, говорит Джеки, так что извините. Как игрок уже в зале славы, Билл Рассел теперь как Celtics, Соникс и Кингс тренировавший человек должен быть ввести в зал славы, по идее. Among inductees who are both a player and a coach. Jackie, what significance do you see of Russell being nominated as a coach, not just for his work as a coach, but what that means? Well, you've hit on it, Rachel. So people will say, Bill Russell, he wasn't a coach that long. It was only 8 seasons, 3 of it as a player coach for the Celtics. But here's what people have to remember. Bill Russell was the first African-American coach in NBA history. It happened in the 60s. Bill won his first championship as a player coach in 1968, less than a month after Martin Luther King was assassinated. You can't express enough the cultural importance. Но культурная важность, конечно, невероятная у Рассела, то, что он во второй год, будучи тренером уже, и он выиграл уже титул НБА, и он ведь был играющим тренером еще в Бостоне, да, и он невероятные стандарты просто, невероятно задрал планку для стандарта тренерского в НБА. He was a black man. It's because he was capable of doing it. And he went on Он взялся за это, потому что он мог это сделать. 8 сезонов как главный тренер, 3 с Бостоном, 4 с Сиэтлом, 1 с Сакраменто, дважды чемпион Celtics, будучи, по-моему, играющим тренером. И
Первый чернокожий главный тренер в НБА. Потрясающая личность Билла Рассела. Well, there was a point where they pulled all the Raptors coaches for contact tracing, right? And everybody wanted Kyle Lowry to be the player coach, and even that didn't happen. So I don't know. Yeah, no. Coach, you can say, "All right, go ahead. I'm gonna start tonight, y'all. I'm gonna go out here and jump ball, and we're gonna win it all. We're gonna win it all." There's player coach, but there's 5 other coaches also. There's no like, hey, you're out of the game. You missed the box out. Yeah, I got you. But no, I think this is right on time. To Paul's point where he says, why did this take so long? And Jackie, what you said about how he won the championship right after Martin Luther King was assassinated. And you have to understand that those were messages being sent to our community. Yep. When Martin Luther King was assassinated, when you saw these things happen, these were messages that were sent to our community. So to have a message that an African-American man большой месседж, конечно, это чернокожему комьюнити. Человек может привести, да, чернокожий тренер может привести людей с совершенно различным бэкграундом к титулу, к чемпионскому титулу, будь то баскетбольный или даже не так важно какой. So I think this is long overdue, and they say give your roses while you are alive. Well, Bill Russell is walking around. Let's give the man his roses. I think about that phrase, leader of men, right? That suits him to a T. Jackie, while we have you, looking at the other nominees, who jumped out to you about who was selected as a finalist? Для Джеки кто, да, бросается в глаза человек, который был там в списке? Майкл Купер и Бен Уоллес, о которых о людях я писала очень много. Ben Wallace averaged 5.7 points a game. The reason I bring this up is they were both exceptional defensive players. Оба были просто исключительно крутыми защитниками, Майкл Купер и Бен Уоллес. Купер самый сложный соперник из всех, да, с которыми приходилось играть Ларри Бёрду, как он неоднократно сам признавал. Еще одно имя, конечно. Пол, я очень счастлива за тебя. I mean, I was there your first week of the NBA season when you were calling out Michael Olowokandi, Rachel Prince, and all the guys that got drafted ahead of you. Right up to the day you cradled that. Куча народу, которые были задрафтованы перед Пирсом, включая Майкла Оловоканди, конечно. Пусть, мол, теперь люди, драфтовавшие их вместо тебя, думают, и страшно сне, мол, им снится. Just matters that you get through it. All right, the class of 2020, I want to remind everyone, still hasn't even officially been inducted, of course, because of the pandemic. But here's a quick reminder of who they are. And we got some names here, friends. Man, do we got some Kobe, names here. Kevin Garnett, Tim Duncan, Tamika Catchings, Rudy Tomjanovich, Eddie Sutton, Из прошлого года еще перечислила класс Рэйчел Николс, людей, которые будут включены в Зал Славы. Кевин Гарнетт, конечно же, Тим Данкан, Коби Брайант, разумеется. И Тим Данкан, разумеется, тоже. Тамика Кетчингс, безусловно. Ну и Руди Томьянович, тренер, сделавший двукратными чемпионами Хьюстон Рокетс. Iconic, baby. Take a look at these names. Paul, this is your era. Да, с 13 по 15 мая будут включены они в Зал Славы все. I'm gonna tell you this. It don't get no better than this. No. I mean, you talk about GOAT after GOAT after GOAT after GOAT. I mean, have you ever seen a class this brilliant? I mean, Tamika Catchings, she can probably still get buckets. Да, но если бы Кетчингс сыграла, она по-прежнему могла очень круто набирать очки наверняка. Данкан и Гарнетт, это все понятно. And everybody was wondering, where's Kevin going to college? Everybody, I was going to Kansas, Marbury's going to Georgia Tech. And then Kevin was like, I'm going to the league. And I was Канзас, Джорджия Тек. Люди задавались вопросом, куда он пойдет, в какой университет. Кевин говорит, я пойду в лигу. Сразу в NBA. И все такие, а что, так можно было? Да. I think the Tamika Catchings, for me, you know, watching her
you know, play and watching how she dominated. And then I just had a conversation with Да, как она, конечно, доминировала в лиге. Тамика Кетчингс — это просто потрясающе, да. И... Да, вот Тамьянович как раз, Ким Малки, женщина-тренер, Патрик Бауман, Эдди Саттон, да, ну тут собраны, конечно, сплошь и рядом выдающиеся личности. Да, то, что Тамика Кетчингс сделала, в частности, ее выделяют, то, что и влияние ее на эту игру можно чувствовать и по сей день, да, оно ощущается и сегодня. Tamika Catchings was money, and I wish her career had come a little later because you'd be hearing about her all the time, as you do with today's stars. Just like the old NBA players, the old college women's players, there just wasn't enough attention paid to them, so people can't appreciate. Да, и слишком многие есть еще девушки-баскетболисты, на которых не обращали достойного внимания, да, просто их карьеры завершились еще до того, как вот так вот ярко были подчеркнуты возможностями медиа их заслуги, говорит Джеки Макмуллан. You know, highlights this even more so, to give those three guys their due, but also maybe, you know, the smaller class, so someone comes on the next year and get their due without being overshadowed by those three great Hall of Famers that we all, you know, have watched. Well, it will be quite the enshrinement ceremony. That's coming up in May. And I got to tell you, I'm still so happy sitting here for Paul. We cannot wait. Get a ticket to that one. We cannot wait until the actual Hall of Famers for next year are announced as well. Thank you so much, Jackie, for joining us and confirming that the Hall of Fame exists, which I really appreciate. Да, ну спасибо, что Джеки пришла и подтвердила, что Зал Славы действительно существует. Далее Юсуф Нуркич к нам присоединится. Хорошо, расскажет о своем восстановлении от очередной травмы и о том, что там и как там с Портландом, возможно. Однако наш второй флешбэк на сегодня. 97-й год. И сэр, мистер Патрик Ewing. Окей. Окей. Where did he play at school? The Georgetown Hoyas. Yeah. Look at them taking off. You're gonna write a speech if you get in it. I was just thinking that. I don't know what I'm gonna say. Like, what do you say? What do you say? You gotta like. There's gonna be people that help me on this journey that I'm gonna forget. Like in the speech. It's like from junior high. Do you put your junior high, elementary coach in there? Somebody to get their name in. You want to mention Paul Pierce's speech? 50 grand. I got tissues. Stop. 50 grand if you want to be in Paul Pierce's speech. I'm selling it right now. I just want to give a shout out, an NFT. I don't know what that means. Sell stock options to his speech. An NFT of this moment. 8 Eastern. The Knicks take on the Nets. That's all you really need to know. Followed by Lakers Warriors, 10:30 Eastern. Hey. I am now delighted to welcome in Юсуф Нуркич, also known as the Ну что ж, Юсуф Нуркич, он же боснийский зверь. У него на шапке написано «Босняк», то есть, я так понимаю, боснеец. Интересно. Нью-Орлеанский тюльпан. Все хорошо. Как кисть, которую сломал, ну, практически завершил процесс восстановления. Через неделю или 2 недели после All-Star брейка все должно быть в порядке, говорит Юсуф. Very in love with the suits. We need to ask where you Где ты берешь шмотки? It's Alba from LA. The lady drawing them take care of me. Obviously, it's kind of you ask what you get, right? We'll go crazy. It's COVID, so you gotta play with a little bit. So some fans like it, some get mad a little bit, but that's okay, right? Ну, в общем, назвал дизайнера, если что. There should be more Nurk suits. I want this even once you're back on the court. I'm just putting in my request. I have a lot in closet, so I save best ones for when I'm back. So. Да, у меня в клозете еще полно, так что, говорит, берегу лучшие костюмы еще к возвращению своему.
Зак Коллинс травмировался, Си.Джей Макколум травмирован, но Портленд все еще пятый на Западе. Да, Дэмиан Лиллард невероятную ношу несет на себе, но насколько вы можете быть хороши, если наконец будете к плей-офф полностью здоровы? In a row without us very much. So I think what we was able to accomplish during our miss time, I think it's tremendous. You know, I think the team. То, чего команда достигла, пока не было меня и Си.Джей, это просто потрясающе. Ребята делают шаг вперед, ребята берут на себя, принимают на себя ответственность. У нас есть время, чтобы восстановиться. Очевидно, что это случилось не прямо перед плей-офф, как моя прошлая травма, страшный перелом ноги имеется в виду, Юсуфа Нуркича. Я могу работать над другими вещами, пока залечиваю кисть, и могу подойти в прекрасной форме. One that caught my eye was the Wildcat Ridge Sanctuary in Oregon. You also donated $10,000 to that cause. Nurk, the idea of you with all those big cats, то есть lions, каким tigers, образом how did you get involved with с дикими кошками, то есть приют для диких кошек всяческих, тигров, львов и рысей и прочих. Как вообще вы пришли к тому, чтобы помочь именно этому приюту? Смотрите, там не только кошачьи, но и ослячьи, я не знаю, к кому относятся, там парнокопытные, которые были, или парнокопытные ли они вообще. В общем, всячески мы должны помогать комьюнити, в том числе я дома этим занимаюсь в Боснии, так что и в там, где я работаю, тоже пытаюсь сделать добрые дела, сказал Юсуф Нуркич. Возможно, просто кто-то ему рассказал о том, что есть приют для животинок. Так что Юсуф большой молодец. Ну да, конечно, Майк Тайсон и Тигр, конечно. Но еще они, возможно, вместе снимались в известном фильме про похмелье. It's so impressive. What is the thing, of all the stuff you've done, and there's so much, we're going to show some on the screen here, what has been particularly meaningful to you? Что важнее всего для тебя, учитывая то, что ты из Боснии, да, и имеешь возможность помогать людям? Больше всего пекусь о детях, говорит он. Строит дома для матерей-одиночек и их семей. 5000 упаковок еды, которые помогли 12 тысячам людям. Упаковок именно, да, они 5000 блюд, там больше блюд. И куча медицинской помощи, куча помощи финансовой бедным людям в Боснии. Almost like I steal at them. So for me, as an individual, you can change, in fact, the people's lives, right? Ты можешь влиять действительно на жизни людей. And women need to wait more than 2 years to get a date. You just see mammograph machine, right? Ну и люди записываются на 2 года вперед, чтобы маммограмму получить, да, и вот обеспечил еще приборы необходимые. Если я правильно помню, у Юсуфа бабушка умерла, она у него на кулоне, по-моему, да, не так давно, и, возможно, это связано тоже там с раком груди или с чем-то подобным, не просто же так именно насчет груди, да. Нужно больше понимания и нужно больше знания и возможностей просто получить, да, исследовать свое здоровье, и он на своей родине поэтому помогает, еще и пару ласковых отпустил в адрес правительства, которое как-то не очень стремится своим гражданам помогать. So the story about you and how you ended up in basketball is that your dad was a police officer, 7 feet tall, 400 Ваш папа 7-футер полицейский. Та история про то, что он там 14 человек с 14 людьми подрался сразу же, да. В общем, люди писали в газете, вот он, папа Юсуфа. Все это правда или что-то из этого правда, или что вообще? Все правда, говорит Юсуф. Who have it's almost like he have own laws, right?
Просто огромный коп. Сказал, и у меня есть 13-летний парень, у которого размер ноги 16 прямо сейчас. Он говорит, вот этому чуваку 13, представьте себе, двухметровый чувак с ростом 13. Да, может быть, он уйдет в топ-5 на драфте. Так что Нуркича-младшего еще скоро будем ждать. Ну, история, о которой написали люди, что он дрался с 14 злоумышленниками. Да, собственно, так и есть, он просто здоровый коп. И он дал мне шанс в баскетболе. Я так понимаю, что еще семья, да, там, возможно, сестра и мама Нуркича, не знаю, рядом сидели, да, с отцом. Невероятная история, невероятное путешествие, но сейчас я в НБА, и я очень рад этому. Да, скаутинг-репорт по молодому, да, по младшему брату уже дал, так что Юсуф молодец. Юсуфу хочется пожелать всего наидобрейшего и наикласснейшего. Вообще он действительно классный чувак.